Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новая тема, а именно файловая система Android. В прошлых видео мы уже разбирали реверс инжиниринг, немножко информационную безопасность. Также мы производили действия с эмулятором различные, то есть мы тестировали, как вообще эмулятор работает, как его запускать, как с ним взаимодействовать. Сегодня что мы видим? Эмулятор прямо перед нами, вот он запущен и хорошо работает. Так вот, сегодня пойдем чуть дальше и изучим структуру файловую Android, чтобы понять вообще, что в принципе она из себя представляет. Потому что зачастую, когда мы взаимодействуем с устройством, мы не понимаем, что в нем происходит, в общем-то. Поэтому давайте начнем. Итак, первым делом нужно убедиться, что у нас устройство запущено, вот оно запущено, но еще важнее убедиться, что оно подключено к нашему ADB, Android Debug Bridge. Вот, набираем ADB Devices и видим, что у нас эмулятор здесь в списке устройств числится, значит, все хорошо работает. Далее, что важно, мы хотим взаимодействовать с устройством на правах root. Вот, это самое важное, потому что если будем с обычным пользователем взаимодействовать, то у нас, значит, очень многое доступно не будет. Практически ничего не будет доступно. Так как когда мы просто используем телефон, у нас там почти ничего не видно из тех путей, которые можем увидеть, когда оно с помощью пользователя root работает. Поэтому набираем adb root. Что видим? ADB is already running as root. Значит, все нормально, ADB также работает как root, и мы можем быть спокойны, то есть все должны видеть хорошо. Что мы делаем дальше? Заходим непосредственно в эмулятор. Для этого нужно сделать что? Нужно набрать ADB shell. Набираем, зашли. Итак, мы находимся здесь. Первым делом нужно проверить, что мы точно root, поэтому набираем who am I и видим, что мы root. Все успешно. Давайте изучим файловую систему Android. Поэтому набираем ls. Что мы видим? Мы видим все директории, которые мы ожидаем от Linux и Unix подобной системы. Допустим, bin, значит, что у нас здесь? System, далее dev, etc и так далее. Давайте зайдем, допустим, в bin. cd bin, ls. Что мы видим? Стандартный набор утилит для Unix подобной системы. Ну, допустим, тут то же самое date должна быть, date. И мы смотрим, значит, у нас 15.06. Кстати говоря, отличается от моего текущего времени в системе, который он у меня пишет сейчас 6.06. Поэтому, видите, мы находимся в эмуляторе, и в эмуляторе чуть другое время, вот оно не совпадает. Поэтому мы сразу можем понять, что мы находимся вот внутри именно эмулятора, что еще раз подтверждает это. Возвращаемся обратно, ls, смотрим, что здесь есть. Из интересного, то, что доступно на системах, которые не ручные, которые стандартные, да, стандартный пользователь, нас заинтересует папка SD-карт, cd SD-card. Заходим, ls, и сразу же увидим, что у нас здесь есть Alarms, Android, Audiobooks, Download, то есть список каталогов, который создается вообще при первом входе в систему. Допустим, зайдем в Download и видим здесь какие-то файлы. Возвращаясь обратно в главную директорию. Давайте зайдем в папку System, там, где находится самая основная вещь, прошивка. cd System. System. ls. Видим, что у нас здесь есть fonts. Можем понять, какие фонты установлены в системе, допустим, cd fonts. Вот, и список фонтов. Опять же, довольно интересно покопаться, а может быть что-то даже видоизменить, что-то поменять под свои нужды. Если мы напишем cat build prop, то мы увидим настройки здесь нашей системы. Вот. Их видоизменять в принципе не нужно, но хотя бы в принципе понимаем, как что настроено. Поэтому это тоже трогать не будем, базовые настройки системы. Нас здесь заинтересует папка app, поэтому зайдем сюда, cd app. Заходим, ls. Что мы здесь видим? Здесь у нас находятся системные приложения. Basic Dreams, Easter Egg, NFC, Keychain, Captive Portal Login, Carrier Default App, что-то еще. В общем, то, что устанавливается по умолчанию в систему. Давайте зайдем в Basic Dreams. Заходим, видим APK файл и out. Смотрите, видим, что APK файл есть, все хорошо. То есть понятно, что здесь находится системное приложение. Можно его с помощью ADB Pool, допустим, выкачать нам на систему. Или же с помощью EDB push отправить какой-то APK в нашу систему сюда, то есть в эмулятор. Либо на устройство, то есть как вы пожелаете. Возвращаемся в корень. Дальше, что нас заинтересует? Конечно же, нас заинтересуют приложения, которые установлены пользователем. То есть вот эти приложения, допустим, Insecure Bank, Rustore, My App, еще какие-то другие, которые ставили здесь. Да? Если мы зайдем в CD Data, берем ls, тут у нас есть также еще одна папка, называется Data, cd Data. Смотрим. И здесь вот мы можем видеть приложения, которые здесь у нас установлены на нашем устройстве. Можем зайти в интересующее нас приложение, допустим, com insecure shop. Смотрим. Здесь у нас что есть? Cache, App Web View,
Shared Prefs. Вот Shared Prefs нас, скорее всего, весьма даже заинтересует, потому что это настройки приложения, то есть Shared Preferences. Заходим, cd Shared Prefs. Видим, что prefs XML. Ну, давайте зайдем cat prefs XML. И смотрим какие-то настройки. Видите, в том числе, допустим, вот ссылочка на какой-то ресурс, который открывается при запуске приложения. Еще какие-то настройки. Ну, то есть это не самая лучшая практика, когда записывается все в Shared Preferences. Но это, собственно говоря, само приложение тестовое, мы его уже разбирали даже на одном из уроков по реверс-инжинирингу. Поэтому вот так можно зайти и посмотреть. Если вернемся, видим, что здесь у нас по большому-то счету нет самого приложения. Где же находится само приложение? Вот это очень интересно. Давайте сделаем так. Если мы наберем команду pm list packages, у нас покажутся вообще все пакеты, которые есть на этом устройстве. То есть, в принципе, все приложения, которые здесь установлены. Так вот, если мы наберем снова pm list packages и сделаем, допустим, grep insecure, после того, как мы сделали grep, допустим, Insecure, мы видим два приложения, Insecure Bank и Insecure Shop. Вот, мы знаем, что есть такой пакет, com Insecure Shop. Все хорошо, здорово. Но каким же образом нам зайти непосредственно в APK файл, то есть само приложение? Не настройки приложения, не Shared Preferences, да, скажем, а само приложение. Так вот, для этого есть специальная команда, называется PM Path. Набираем PM Path, потом набираем точно так же, как вот здесь написано, com Insecure Shop. И видим полный путь. Что интересно, Data App, и видите, здесь у нас, значит, путь к этому приложению, он вот немного в таком виде изображен. Это было сделано специально, чтобы скрыть полное название приложения, некоторая такая вот, знаете, обфускация. Опять же, все это сделано с целью защиты. Давайте зайдем в эту папку, копируем, пишем cd, и дальше, значит, это вот путь. Зашли, набираем ls и видим base APK. То есть вот APK файл нашего приложения. Теперь мы знаем путь до этого приложения, видим APK файл и таким образом можем что сделать? Вот по этому пути просто его скопировать, сделать ADB pull на наш, допустим, компьютер. Все, теперь мы знаем, как это все работает. И находится, как мы это все понимаем, Data App. Поэтому давайте зайдем еще раз в сети Data App. И вот они, все эти приложения находятся вот тут, в таком вот виде. Если мы зайдем в cd Data System, то мы увидим определенные настройки. Вот, допустим, что у нас здесь есть App Ops XML, Overlays XML, Notification Policy XML. Давайте наберем cat Notification Policy XML, определенная policy, которая связана с некоторыми приложениями. Settings, Notification Sounds, что-то еще. Ну, в общем, теперь видим, что к чему. Возвращаемся в корень диска. Vendor. Это то, что было добавлено производителем устройства. Но в случае с эмулятором, конечно же, это как бы, ну что здесь может быть добавлено? cd vendor, заходим и видим, что опять же какие-то bin, etc, какие-то еще файлики, build prop, то есть какие-то добавочки, которые были добавлены к нашему эмулятору. Все. Далее нас интересует папка procs. cd procs. Заходим и видим что? Видим идентификаторы процессов здесь у нас, а также интересные особенности, связанные с работой системы. Там devices. Давайте напишем cat CPU info. И узнаем, значит, что у нас Intel процессор, то есть у нас виртуальная машина с Intel процессором. Все понятно, все хорошо. Вот. И также другие настройки, которые можно здесь посмотреть. Видите, uptime, еще какие-то partitions. Допустим, наберем cat partitions. И видим здесь, как у нас партишенов есть в системе. Куча виртуальных партишенов, и в том числе RAM, память, то бишь. Ну, так мы узнаем, каким образом работает наша Android-система. В папке sys мы видим определенная информация про функционирование системы. Допустим, power, module, firmware, devices. В общем, то, что связано именно с датчиками, системой, с какими-то низкоуровневыми вещами. То есть, вот в sys это все дело находится. Итак, друзья, таким образом мы понимаем, как примерно работает Android-система. Что это по своей сути Linux с некоторыми добавками Android, Java машины. И таким образом можно взаимодействовать с системой, копировать какие-то файлы, закачивать какие-то файлы сюда, а также делать какой-то реверс-инжиниринг работоспособности системы и понимать, каким образом все функционирует. Конечно же, это все только поверхность, ничего мы конкретно в глубину не уходили, не разбирали. Я думаю, в следующих видео мы как раз таки все это дело и раскроем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, смотрите прошлые видео по этой тематике и до скорых встреч. Пока!